Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Мы уже не раз шили лоскутное одеяло, но одна мысль не дает мне покоя. А что если сшить ковер-самолет? А вернее, сочинить полотно с парящими квадратами. В прошлом видео мы из мелких лоскутиков нашили крейзи-блоки размером 17 на 17 сантиметров. Получилось 4 красных, 3 зеленых и 2 синих. Придумаем им продолжение. Для начала подготовим полоски ткани шириной 5 сантиметров. Нам надо 2 цвета. Один очень темный, почти черный, и очень светлый. У меня это темно-серый и очень бледно-желтый, цвет слоновой кости. Определяемся с размерами. Ориентируемся на большой крейзи-блок. Его длина 17 сантиметров. И выкраиваем квадратик из светлой ткани 5 на 5 сантиметров. Рисуем на нем диагональ. Дальше закрываем этим кусочком конец полоски и прокладываем строчку по нарисованной диагонали. Потом отрезаем лишнюю ткань и разворачиваем отшитый фрагмент. Получается темная полоска с белым уголком. Следующий этап нашей работы – пришиваем эту полоску к нижнему краю цветного лоскутного блока. Отшитые детали разделяем, расправляем и определяем длину второй полоски. Ее конец также будет закрыт светлым квадратиком. Но здесь будьте внимательны, потому что на этой детали шов прокладываем зеркально, под другим углом. Затем также пришиваем готовую полоску к другой стороне лоскутного блока. Готовые детали проутюживаем. И смотрите, какие они получились интересные. Но, понятное дело, надо добавить объем. Возьмем полоски светлой ткани шириной 5 сантиметров. Разложим лоскутные блоки в нужной последовательности. Между ними надо нашить светлые полосы. Как работать? Мы на длинную светлую полоску нашиваем лоскутные детали. Потом мы их разделим и проутюжим. Выкладываем заготовки в нужном порядке. А теперь соединяем блоки в длинные ряды. А дальше к одной стороне ряда пришиваем светлую полоску. После этого полностью собираем все полотно. Вот здесь даю простор для вашего творчества. Можно нашить еще блоков и сделать большое лоскутное одеяло или покрывало. Но я на такие подвиги пока не способна. Поэтому шьем небольшое панно на стену. У меня нашелся кусок термостежки. Используем его. Сложим 2 полотна вместе и заколем английскими булавками. Самый главный секрет стежки – это приставной столик. Надо, чтобы все полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. Стежку будем делать самую простую, прямыми линиями.
но строчку поставим декоративную, зигзаг в 3 прокола. А на цветных элементах сделаем стежку в виде пальмовых листьев. Когда все готово, полотно промерим и подровняем. Затем пришьем окантовку, прямую полоску ткани шириной 4 см. Как это сделать правильно, я постоянно рассказываю и показываю в своих видео. А так как это панно планирую подвешивать на палке, то пришиваем еще и петли. И получилось очень интересное полотно с объемными кубиками. У них верхняя грань ярко освещена, а боковые грани черные скрываются в тени. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!